Большой привет всем зрителям, с вами Катархонт, это Hearts of Iron 4, и сегодня мы с вами будем выполнять ачивку за Нидерланды, которая от нас требует дожить до 45-го года, не уступить требованиям Германии и выполнить дальнейшую работу над проектом. То есть нам с вами надо не уступить ни одной территории, выстоять на всех своих изначальных территориях в войне против немцев, и для выживания и выполнения этой ачивки мы с вами можем избрать три пути. Это коммунизм, нейтралитет с Вильгельминой и единство и демократия. Но знаете, лучше мужчин в форме Рейха может быть только мужчины в форме коммунистов. Поэтому я пойду по пути красный, это новый оранжевый. Это нам с вами позволит объединить Бенилюкс, создать единую страну и заполучить немало рекрутов, а главное, спасти и защитить весь этот народ и стать оплотом коммунизма в Европе. Так что давайте формируем новое правительство, а потом ищем путь в Европу. И да, одна особенность этой ачивки то, что мы не должны утратить хотя бы один из своих первоначальных регионов. Это значит то, что мы в любом случае не должны потерять, даже временно, хотя бы одну область. То есть все территории, которые будут под нашим контролем изначально, должны под ним и оставаться. Даже временно мы не можем пустить сюда немцев. Думаю, вы понимаете, что это значит. Да, нам придется стоять до конца на всех тех землях, которые есть. Не отдать ни пяди земли врагу. Если вы сами хотите попробовать сделать эту ачивку, а также многие другие, которые доступны в Hearts of Iron 4, то вам понадобится лицензионная версия игры. И в ее приобретении может помочь партнер данного ролика, магазин игровых ключей Soulsbuy. В этом магазине вы сможете купить как лицензионные ключи, так и взять аккаунты в аренду. И да, всеми вами любимая Hearts of Iron 4 стоит 173 рубля, что на 523 рубля дешевле, чем в Steam. А если вы устали от хойки, но при этом не хотите далеко отходить от игр-пароходов, то вот вам вариант. Европа Универсалис 4. Всего за 175 рублей вы получите лицензионную копию игры и сэкономив по сравнению со Steam 524 рубля. А если захотите отправиться куда-то выше, например в космос, то в этом вам поможет Stellaris, ключ которому будет стоить все те же самые 175 рублей. Если вас заинтересовали данные предложения, то думаю стоит сказать о ряде ключевых преимуществ данного магазина. Отсутствие оплаты при комиссии, моментальная доставка приобретенной игры, сам магазин игры приобретает напрямую и у официальных издателей игры, ну и конечно же имеется клиентская поддержка, которая поможет вам при любой возникшей проблеме. Как видите, Soulsbuy лицензионный гейминг доступен каждому. И под конец, небольшой бонус для вас. По моему промокоду Катархонт150 ты получишь 150 рублей на покупку любой игры. Так что переходи в описание, там ты найдешь ссылку на данный магазин и промокод. Заходи в магазин и радуй себя новыми лицензионными играми. 7 октября 1936 года. Поддержка торгового нейтралитета. За это время я успел прокачаться немножко в военных технологиях, что позволит нам взять защиту от затопления и уйти потом в войну пацифизма. Государство Нидерланды сохраняет торговый нейтралитет. Мы сами хозяева своей судьбы. Оставляем обязательно политические очки, так как нам понадобится советник на коммунизм, ну и также ряд решений прожать, чтобы у нас коммунизм быстрее стал правящей партией. Ибо пока он не станет правящей партией, мы не сможем дальше двигаться по фокусу. Коммунисты в правительстве. Лучше реформ, чем революция. Плюс 10 поддержки. И у нас с вами уже 32%. Еще десяточку мы в любой момент можем добить дискредитации правительства. Я также запретил фашистов, чтобы им поддержка в случае чего не прилетела. В итоге дожидаемся 40 с небольшим процентов, прожимаем это решение, и вуаля, у нас будут у руля коммунисты. Еще раз коммунисты влияют на внешнюю политику. Нам надо объединиться во имя общей цели, да, с Советским Союзом вместе. Уже 39%. Я так понимаю, мы с вами успеем назначить нового главнокомандующего, и потом у нас откроются коммунистические фокусы. И посмотрите, как красиво. Все. 40 с небольшим процентов. Прожимаем дискредитацию правительства. Получаем с вами 56. А значит, проведение всенародного референдума коммунисты требуют референдум. Поздравьте нас, мы объединенные народные провинции. Наш новый правитель коммунист-ветеран с стабильностью объема заводского производства и возможность пойти в красный, это новый оранжевый, и в деколонизацию. Погнали. Деколонизация. Развитие морской авиации, фокус пропущен сразу же. Все, мы все колонии освободили. Теперь мы только одни. Но самое приятное, что у меня есть войска. Да, колониальные марионетки. Интересный вопрос, который мы потом, конечно же, проверим, будут ли они пополнять своих рекрутов.
или же нет после того, как они будут их терять. Дальше нам и надо избавиться от шока Первой мировой. Давайте тогда Германия представляет серьезную угрозу и потом войну пацифизма. Не забудьте, кстати, в этот момент взять Антона де Кома, коммунисты-колониалисты, еженедельные людские ресурсы плюс 250 вам явно не повредят. Ну и вот она, пропаганда. Несколько раз надо будет поражать разные решения, и только после этого все станет хорошо. Ну а пока давайте, оплот истинного коммунизма. В июне 1938 года мы, конечно, можем предотвратить вторжение Запада, то есть напасть, знаете ли, на британцев, и потом оттуда попытаться высадиться во Францию, но оно нам надо, сомневаюсь. А вот взять гостеприимную страну — вещь достаточно хорошая. Все, последние 60 дней, и мы с вами избавимся от пацифизма. За это время мы как раз закончим дальнейшее развитие инфраструктуры, и можно будет взять крепость Голландия. Давайте, движение социализма на юг. Получим возможность захватить Бельгию и Люксембург. Хотя на дворе уже декабрь 38-го, и мы прям край в край это делаем. Сразу же объявляем войну. Не даем никому кинуть сюда гарант. Бенилюкс будет наш. Сразу же агрессивный план выполнения. Давим противника во всем. Прорыв. Окружаем Брюссель и продолжаем прорываться дальше. Люксембург первым падает. Все, капитуляция. И да, возрадуйтесь, у нас теперь есть вновь колонии. Ну а самое важное — аннулировать Лондонский договор. Посмотрите на эту красоту. Объединенное социалистическое государство Бенилюкс. И вот оно событие объединения Бенилюкса снова вместе, как и предполагалось в 1815 году. Теперь все правильно. Голландская Конго и две другие марионетки. Да, германское давление на страны Бенилюкса. Еще бы на меня напали. О, дивизия пришли. Но с такой обороной он вряд ли будет рыпаться. Кроме того, у нас даже ПВО почти везде первого уровня, что тоже хорошо. Все, Третий Рейх объявляет войну 2 ноября 1939 года. Атаковать пока, как я вижу, не планируют. Зато есть одна прекрасная вещь. Британцы приглашают нас в альянс. И в целом я не против. У нас единый противник. Значит, будем вместе бороться против него. Теперь моя основная цель — сберечь как свои границы, так и помочь устоять французам. Хотя французы решили, что можно и мне помочь. Спасибо, спасибо. Вы, главное, не забывайте про свое слабое звено, ладно? Здесь вас прорвать будет проще всего. Как хорошо вступать в союзники, смотри, доп. Оснащения дает, еще доп. Оснащения. Давайте, давайте, я только за. Все, начинается атака итальянцев. Ну, посмотрим. Вроде пока мы стоим. И даже не вроде, и не пока, а реально стоим. Хорошо, хорошо. Соединенное Королевство исключило нас из Альянса. Есть причины относиться плохо, и мы слишком много напряженности по сравнению с фракцией сделали. А это как бы немножко опасно. Сейчас французы потеряют свои земли. Я-то, в принципе, ничего не потеряю, мне и так хорошо. Вот французы, конечно, да. Им бы я не доверял. Французы наконец-то одумались, дали мне проход войск, погнали, возвращаем свои 17 дивизий. То, что они Мажино удержат, я верю. А вот то, что они Альпы удержат, вот в этом я уже сомневаюсь. Поэтому, все, встаем на оборону. Рейх в итоге до сих пор не нападает на Данию, воюет только с Норвегией, куда итальянцы смогли высадиться. Серьезно, итальянцы смогли, а Рейх нет. На дворе октябрь 40-го года, самое время дальнейшую работу над проектом Зюйдерзи взять. Тот самый фокус, который нам нужен. И будет убран национальный фокус эпоха кризиса. Правда, он уже небольшие дебафы дает, но все-таки давайте от него избавимся. 210 дней. Это очень долго. Зато он нам откроет путь к хорошим фокусам, где много фабрик дадут. Посмотрите на эту красоту. 150 тысяч потерял Рейх в битве с нами. И 326 тысяч Италия. Ну и по мелочи еще тысяч по 20, по 10, Румыния, там Венгрия. И мы с вами. 24 тысячи. Просто стоим в обороне. Вот здесь вот, где наших войск меньше, чем французских. Но все равно выносим такие дикие потери. А если бы Рейх по всему фронту нападал, тогда бы у нас точно было первое место по очкам. А так, к сожалению, только 6%. И у меня тут небольшой вопрос к знатокам. У меня до сих пор висит запрет фашизма, ежедневная поддержка фашизма минус 0,05. Который, между прочим, влияет до сих пор на партию. Неужели, если разово его прожать, запрет какой-то партии, он будет действовать всегда?
Просто странное дело, у нас он до сих пор есть, и даже если у нас фашизм кто-то будет поддерживать, то он будет запрещаться. Видимо, Рейх поэтому к нам и не идет. Слишком мы жестокие в этом деле. И ох, как хорошо здесь все пошло, я понял вас. Видимо, мне тоже пора к этому присоединяться. Да, котел на 10 дивизий, офигеть просто. Италия, вы чего? Все, фокус мы сами выполнили, по сути нам осталось просто дождаться 45-го года. И вот, социалистическое государство Бенилюкс продолжает работу над проектом. Весь проект, без сомнения, растянется на долгие годы, но осушение уже сделало доступным небольшие районы, и выгода для голландской индустрии от этого ощутима. Это будет современным чудом света. Наконец-то, Третий Рейх 31 декабря 41-го войну Дании кинул. Долго он к этому шел, но наконец-то додумался. Хотя я тут, как вижу, уже союзники такую оборону сделали, что он даже продавить не может. Его даже давит. Ух ты ж. Да, Рейх, ты какой-то бракованный. Опа. Соединенное Королевство опять зовет нас в союзники. Но ты же не хочешь. Или хочешь? Ну, как бы давай. То мы хотим, то мы не хотим. Британцы, видимо, немножко не определились. Но зато хоть посмотрим, как у них все тут идет. Ага. Они выбиты на острова, и только на них теперь сидят. В Африке они все зачистили, молодцы. То есть остается ось, посмотрите, зажатая просто между нами и Коминтерном. Ну и еще Япония остается. Вопрос, Советский Союз. Ага, он не нападает. То есть он исследовал фокус на войну, но не нападает. Молодец, жди лучше атаки от Германии. Посмотрите просто на эту модельку сверхтяжелого танка. Я, честно говоря, не понимаю, что это за конструкторское решение, но 3D-модели, к сожалению, нет. Да, будь 3D-модель этого чуда, явно было бы красиво. 15 мая 42 года. Советский Союз объявляет войну Японии. СССР нарушает пакт Молотова-Риббентропа. Да, нападая на Японию, он нападает на Германию. Доверие между гигантами – вещь хрупкая. Штаты присоединяются к союзникам. А вот это неплохая новость, я вам скажу. Хотя более приятная новость, что, смотрите, самолеты Рейха. Кого-то мы сейчас захватим. Бах, все. Минус авиация немцев. Ну и Везер Эмс уже наш. А здесь неплохая промышленность, знаете. Выгодно захватывать вражеские территории. Ну что ж, давайте немножко попробуем. Посмотрим, что из этого выйдет. Американцы поддерживают. Ну что ж, локально, возможно, мы где-нибудь и продаем. Хотя, по большей части, атаки все-таки бессмысленны. Хотя зря я, видимо, жалуюсь, смотри-ка. Нам удается делать прорывы. Мы идем в атаку. Ух. Третье болгарское царство. Посмотрите, Борис, какой красавец! Смог сделать новое государство. Март 43-го, высадка в Рим и падение Рима. Да, с Италией все очень плохо. Посмотрите на этот красивый прорыв на севере. Гамбург наш, сейчас забираем Киль и просто 7 дивизий в окружении. Все. Посмотрите просто на эту красоту. Свободный Берлин. Мои 2 дивизии в апреле 43-го захватили Берлин. О, да. Ой, посмотрите, какая красота в Италии. Давайте все это дело добьем, пожалуй. Все, давайте вынужденное выполнение операций. Погнали в атаку. Все, 20-20. Сейчас еще какую-нибудь победную территорию, и либо же парочку обычных территорий. И будет капитуляция. Вклад у меня, к сожалению, небольшой. Поэтому забрать немного скорее всего не дадут. Ну, а Третий Рейх можно сделать марионеткой. Ха! А я не против. Просто что вы знаете о безумии? Мирная конференция социалистическая. Республика. Германия мой вассал. Почти в полных границах. Хотя почему почти в полных? В полных. И дополнительно к этому еще Словацкая социалистическая республика. А знаете, что будет сейчас весело? Если восточно-германская территория по скрипту заберет себе землю. Вот тогда да, тогда я скажу здрасте. Да, смотрите. Я же говорил, просто скриптом. Хотя меня больше радует то, как больше земли отдали. О, да. О, превосходство на море, 52%.
Отлично. Давайте попытаемся. Открепляем их от этого плана, присоединяем здесь дивизии. Ух, ну что ж, вторжение в Японию. И выполняем его мы с вами. Волшебство на самом деле, но нет, это не волшебство. Это просто удача, если нас здесь еще не поймают. А нас пытаются ловить. Так, под Хиросимой высадка удалась. Не дадим ее побомбить в будущем. Здесь сразу же давайте Косаки прибираемся. Порт забираем. Канадзаву. В Нагою и в Токио. Ух, а здесь как хорошо. Неужели Нагасаки свободен? Сейчас еще в Кагасиму пробьемся. Японцы явно такого не ожидали, чтобы такая резкая высадка от нас. Так тут чисто пехота. Серьезно? То есть это чисто пехота, которая ждет нашего вторжения. Ну-ка, танки. Их никто не пробивает. Атака по 400. Все, танки зарешали. Это прорыв. Захват территорий. Сейчас Токио еще возьмем. Давайте-ка теперь вы сдержите всю вот эту вот армаду. Не дадите ей уйти. А я сейчас сделаю котелочек. Ну, или не сделаю его, потому что мне не дали. Окей. Значит, не сделаю котелок пока что, как скажете. Или все же успею, или не успею. Не, вряд ли. Не успеваю все-таки сделать котел. Хотя, успел. Все. Смотрите на этот красивый котел. Ну так-то здесь уже все. Можно позакрывать, но я не вижу смысла. Победа все равно за нами. Капитуляция? Да. Эх, жалко, что нам ничего не оставили. Хотя, почему ничего? Сиам. В итоге захватил всю Японию, а смог забрать только Сиам. Логика мирных договоров. Она такая. Но в итоге у нас Тайская Народная Республика. А Япония, я так понимаю, вассал Китая. Не, ну Китай красава. Тут КНДР под Советским Союзом. Свободная Демократическая Народная Республика Маньчжоу. Правда, не очень красивая граница, но как смогли. А так Китай почти всю Японию... Да и почему почти? Весь японский альянс, можно сказать, сделал своим вассалом. Молодец. 12-е Олимпийские игры. В Токио. Нормально. Ах. Но я предпочел бы выйти из альянса союзников. Я их не особо, знаете ли, уважаю. Ну и ближе к финалу, почему бы не создать прекрасный альянс. Отлично. Гачи-коммунизм переживает период рассвета. Вместе мы будем непобедимы, мы не сдадимся. Альянс у нас, конечно, не особо большой, но, согласитесь, красивый. И Советский Союз объявляет войну Польше. Падение Варшавы сразу же. Странное дело, с учетом того, что Варшава-то не пала. Оправдываем войну против Франции. Я решил, что надо показать истинный блицкриг. А то французы так и не получили его. Опа, Германия восточная капитулировала. Все, один день. Объявляем войну Франции. Погнали. Почти пустые границы. Что может быть лучше? О, захватили Париж. Куча стран против нас вступает, естественно, сразу же в войну. Но самое важное — захват Парижа. Все. Франция капитулирует, притом свободная Франция. А почему и свободная Франция? Обе Франции? Ну ладно, хорошо, посмотрите. Теперь все это наша земля. Меня больше знаешь, что радует? Британские дивизии и прочие дивизии союзников, которые пытаются меня просто сейчас атаковать. У вас неплохо это выходит, я вам скажу. Не знаете, что интересно? Могу я их здесь закрыть? Да, я могу их изничтожить. Неплохо. Так, интересные вещи выходят. Я могу закрывать союзников, которые находятся на нейтральной территории. Все, закрыл так называемый котел импровизированный. И выходит уже 400 тысяч потерь. Бывает и такое. О, неплохо так. Нижняя Австрия немца каким-то образом перешла. Окей, Вену себе вернул. Молодец. И знаете, это прям задел на покрас мира. С учетом того, что я могу получать огромное количество рекрутов со своего вассала Германии. У меня уже тут 4 армии по 24 дивизии шаблоном в 10 касок. Этого более чем достаточно, чтобы сдерживать все границы. Да, Италия зачем-то вступилась в войну, а границы держать. Ну а зачем? В итоге небольшой новогодний подарок в виде окружения, ну и прорывы Генуи. Все, 3 января, даже 4 января 45 года. Ачивочка теперь будет выполненных. Вот она. Посмотрите на эту красоту. Выполнил ачивку, заодно создал свой альянс.
На данный момент достаточно хорошая и крепкая армия в 1,5 миллиона, а на полях сражений вообще 2,5 миллиона благодаря рекрутам Германии. И ведем вполне себе успешное противостояние против союзников, захватили Францию, сейчас прорыв в Италию начинается. Ну а дальше мы спасем Советский Союз, потому что уже атака на него слабже идет, а потом мы самостоятельно с ним сможем разобраться. Ибо у нас хорошее производство, я еще не до конца забил производство танков, есть запасы, и мы с вами можем жить достаточно вольготно и хорошо. Вот так вот выполняется данная ачивка. Если у вас будет желание увидеть продолжение, чтобы наш с вами славный альянс победил в Европе, а потом, возможно, еще и к союзникам высадился, то поддерживайте данный ролик своими лайками и комментами. Тогда я пойму, что вам нужно продолжение, и обязательно его сделаю. А на этом все. Спасибо за просмотр и до скорых встреч.